Ты хочешь стать успешным человеком? С карманами, набитыми деньгами, с дорогой тачкой, ну, можно еще и яхту. Тогда слушай сюда. Тебе необходимо побольше курсов про саморазвитие и достижение успеха. И более того, тебе необходима мотивация. Сейчас, завтра, послезавтра и всегда. Без мотивации ты лошара. Чем пахнет, а? Чем? Правильно, хуйней. Всем привет, это Настя Максулева. Наивно обращаясь к жалким коучам, для своего неимоверного карьерного взлета ты даже не подозреваешь, насколько ты глуп. Какой ты тупой-то, блядь! Только долбоеб будет нуждаться в мотивации для своего успеха. Особенно если для этого он отдает свои последние деньги. Ты лошара! Коучи в этой жизни еще никого не пощадили. Я уже не раз проявляла свою любовь к тренингам, экспертам, наставникам по жизни и еще раз проявлю. Кто эти люди? Это хуй на блюде, а не люди, ты понимаешь? Сколько бы этих кретинов не попадалось мне в интернете, всегда думаю о том, как бы было бы им неплохо получить по башке за такие поучения. Человек часто сам по себе тупое существо, и ему проще искать мотивации. А также, кроме коучей, еще любят давать советы и мотивации люди, которым не помешало бы развиться хотя бы до уровня макаки. Но они думают, что они имеют право говорить что-либо, упираясь на мифический жизненный опыт. Но если не это все, то как все-таки стать успешным? А я-то, ебать, откуда знаю. Ну, по крайней мере, я хотя бы не нуждаюсь в мотивациях для лохов. Ну, мы нормальные лохи, да? Наверное. Не конченые. Помню, у меня была одна знакомая, которая тоже хотела успешного успеха. Так она успешно проебала деньги и время, но даже после этого она не сдается и верит в чудо. Очень часто люди не замечают во время мотивации, какие проекты они сочиняют в своей голове на 5, а то и на 10 лет вперед. У вас есть мотивация. Вспомните, сколько всего вы добились при помощи нее. Наверняка там не единоразовое достижение. Без саморазвития ничего не достичь, но у каждого человека это понимание разное. Каждый развивается так, как у него получается. Именно поэтому в этом мире есть бедные и все же богатые люди. На первый взгляд может показаться, если человек хочет чего-то добиться и ищет разные способы для этого, то это очень даже неплохо. Довольно неплохо. Да, только вот добиться успеха хотят абсолютно все. И большинство способов для этого настолько дебильны, что дебильнее некуда. Дебилы. Когда вам говорят, что вы должны быть успешным и вы достигнете успеха, для этого надо мыслить как миллионер. Или хуй его знает. Подумайте о том, что не все могут быть успешными. Успешный 1 из 10 тысяч может быть. И то не факт. И ты думаешь, что именно ты этот один. А кто тогда эти тысячи людей на тренингах Блиновской? Эти тысячи тоже будут успешными? Стадо баранья. Уёбы. Каким же ж надо быть тупым, чтобы не понимать, что если где-то чего-то прибавится, то в другом месте обязательно убавится. Желание найти мотивацию сродни зависимости от запрещенных веществ. Вместо того, чтобы поставить себе близкую цель и неуклонно двигаться к ней, составить себе распорядок дня и жить по плану, человек уебан ищет ролики по мотивации и смотрит их один за другим. Но, блять, это не так работает. Мотивация мотивирует 15-20 минут, а потом надо искать новую. А на утро проснувшись охуевший, он ничего не помнит. И продолжает жить свою скотскую жизнь. Он сразу сует свое сюрло в мобильник и холодильник и начинает жрать. Хрен с той мотивацией, потом найдет еще одну. Но прежде нужно полистать ТикТок пару часиков. Конечно, это нужно. Вдруг там появились новые фрики, а ты еще о них не знаешь. Ну а теперь время новой мотивации. Так, что тут у нас? Надо заняться своей фигурой. Смотрим ролик «Бегать каждый день». Начинаем прямо сейчас. Не, лучше завтра с утра. Подъем в 5 утра. Все, решено. А пока можно въебать пивасика. Ну, за мотивацию. Сейчас позвоню своей подружке, чтоб тоже стало в 5 утра. Начинаем новую жизнь. Класс! Я достигну успеха. Начинается мой путь к вершинам. Вы что, совсем тупые? Но на следующее утро рыло в холодильник и все по кругу. Вот так это все работает. Люди не перестают сами себя наебывать.
Путь к чему-то – это долгая рутина, работа над собой и исключительно внутренний настрой на то, что ты будешь делать постоянно. Размеренно, долго и нудно, и никакая тут мотивация не поможет. Ролики по мотивации – это только инструмент заработка для тех, кто их создает. Хочешь быть успешным? Будь успешным. Выйди из зоны комфорта. Думай как богатый человек, а не как эти нищеброды. Подключи свои чакры к денежным, энергиям. Вот впечатляющая мотивация. Видимо, очень помогает кому-то. Девочки, помните свою утреннюю пробежку с подружкой? Я тоже нет. Кто из вас вообще бегал больше одного раза? Но не отчаивайтесь. Саморазвитие само по себе это не лохотрон. Это как учить иностранный язык. Долго, нудно, но полезно. Читайте книги, смотрите образовательные видео и общайтесь с умными людьми. Да и вообще почаще задумывайся, почему у тебя так много всего запланированного не осуществляется. И смотри мои предыдущие ролики. Это была Настя Максолева. Я вас люблю. Пока. Disgrace to say to my family now. Learn, babe,